Привет! Сегодня с вами вяжем вот такой шикарный котобургер. Приступаем! Начинаем вязать с хлебушка. Набираем 13 воздушных петель. Со второй от крючка провязываем 12 столбиков без накида. Провязали. Первый ряд будем считать. Дальше делаем воздушная петля и разворот. И теперь будем провязывать также 12 столбиков без накида. В общем, у нас получается со 2 по 11 ряд мы будем провязывать по 12 столбиков без накида. У нас получится такое полотно, с которым вы, конечно, справитесь самостоятельно. Довязываем крайний 11 ряд, обрезаем ниточку. Вот такой хлебушек у нас получился, кусочек хлебушка. Нам его нужно сделать с хрустящей корочкой. Для корочки я беру вот такой цвет. Вы можете темно-коричневый, можете светло-коричневый. То есть тут уже выбирать вам. Значит, смотрите, я присоединяюсь в уголочке. Вот у нас уголочек. И мы, начиная от уголочков, в уголочках мы будем провязывать по 3 столбика без накида. Ну, так как этот первый, я делаю 1 столбик без накида, второй столбик сюда же, и дальше по краешку мы обходим столбиками без накида. И у нас с вами получается такая корочка, зажаристый хлебушек красивый. Так, проходим. И вот смотрите, мы выходим на уголочек. И в уголочке мы провязываем 3 столбика. Делаем заворот. И дальше провязываем столбиками. По ходу вязания мы будем вплетать вот эти вот хвостики наши оставшиеся. Вот доходим до уголочка. В уголочке вяжем 3 столбика. И дальше. И сразу видите, вот эту ниточку я ввязываю. Довязывайте самостоятельно. Вот я довязываю корочку.
первый уголочек, который мы вязали. Тут мы провязали 2 столбика. Сейчас провязываю 3. Обрезаю ниточку. Этот я ввязала хвостик. Так, обрезала ниточку, вытаскиваем и делаем такой бесконечную косичку. Не знаю, как назвать. Такую, которая полностью везде у нас будет смотреться косичкой. Вот. Видите, теперь весь краешек у нас такой красивый. И все. А вот это вот прячем. Связали хлебушек и переходим к сыру. Набираем 7 воздушных петель. Со второй от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем полотно и также вяжем 6 столбиков без накида. Нет. И так провязываем еще, это у нас был первый, второй, еще 4 ряда. Со 2 по 6 мы с вами провязываем по 6 столбиков. То есть, в принципе, делаем все то же самое, что мы делали с хлебушком, только у нас меньшее количество. Вот мы провязали 6 рядов, остановились в уголочке. Такой сырочек получается. Теперь мы делаем петлю подъема и сюда в уголочек провязываем 2 столбика без накида. То есть будем делать, как и в хлебушке, обвязка столбиками без накида, и в уголочке будем провязывать по 3. Вот он у нас уголочек. Вот в уголочке 3. У нас такой уголочек, разворот получается. И продолжаем обвязку. Так, хвостик мы сейчас вплетем. Уголочек, в уголочке 3 столбика и дальше закончите самостоятельно. Заканчиваем сырочек соединительным столбиком. Вот так. Здесь можно не делать вот эту непрерывную косичку, так как у нас сыр будет внутри бургера. И вот этого краешка, в принципе, видно не будет. Мы просто его запутаем, спрячем. Вот он, наш сырочек. Сырочек готов. Что нам нужно еще для бургера? Конечно же, помидорка. У меня совсем мало осталось такой красной, яркой пряжи. Видите, у меня есть только темная. А тут чуть-чуть, но я думаю, мне хватит. Вяжем помидорку. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида.
Стягиваем колечко и делаем соединительный столбик. Второй ряд. Мы провязываем 6 прибавок. В конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида. В конце ряда делаем соединительный столбик. И переходим к третьему ряду. Воздушная петля. И провязываем столбик без накида, прибавочка. В конце ряда у нас будет 18 столбиков. Ниточка заканчивается. Нам не хватит. Очень удобно использовать здесь, конечно, вот остатки пряжи, где у вас чуть-чуть чего-то осталось. На эти брелочки пойдут замечательно любые остатки. Так. В конце ряда делаем соединительный столбик. Ну и так как мы помидорку будем прятать тоже в бургер, я не делаю красивое замыкание. Это здесь можно и не делать. Вот такая помидорка. Сейчас мы сделаем прожилочки. Значит, смотрите, прожилки можно сделать беленькие, но они тогда сильно бросаются в глаза. Я не люблю помидоры, у которых белые прожилки. Я сделаю такие слегка розовые. Вы, не знаю, вы смотрите, напишите, пожалуйста, какие вы сделали прожилки у вашего помидорки. Вот так вот просто кое-где сделали. Эти хвостики все поубираем. Помидорку еще смотря как мы расположим. Слегка вот такие прожилочки. Эту сторону мы точно будем прятать. Как-то вот так, я думаю, хватит. Все, прячем хвостики. Ну вот смотрите, наша помидорка готова. И такую же мы делаем котлетку. Теперь у нас осталась зелень. Начинаем вязать салат. В кольцо амигуруми набираем 4 столбика с накидом. Так, связали. Стянули колечко. Дальше мы провязываем 3 воздушные петли подъема. Вот, и теперь в каждую вот 1, 2, 3, 4 мы будем провязывать прибавочки столбиками с 2 накидами.
Так, связали. Теперь 3 воздушные петли. Разворачиваем вязание и провязываем 1 столбик с 2 накидами. Прибавочка. И так до конца ряда будет столбик с 2 накидами, прибавочка с 2 накидами. И прибавочка. Вот так у нас получилось. И теперь мы с вами сделаем обвязочку. Салат, он же сверху такой кучерявый, поэтому делаем воздушную петлю, разворачиваем, провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, в соседнюю столбик без накида, 3 воздушные петли. И так до конца ряда. В конце обрезаем ниточку и прячем ее. Мы ее спрячем. Вот такой салат у нас получился. Его можно и как-то вот так сложить. И вот все компоненты нашего бургера готовы. Нам осталось его только собрать. Но те, кто хочет сделать котика, бургер, значит, мы с вами будем делать котика. Сейчас мы его вышьем. Нам нужно вышить глазки и усики. Смотрите, бургер мы будем складывать вот так пополам. Поэтому мордашка вот где-то вот здесь. И вот мы начинаем вышивать мордаху. Так, сначала сделаем глазки. Где еще один? Вот так вот сделаем. Еще один. Вот они, глазки. И усы. И усы. Такие. И отсюда же. Сюда чуть ниже. И с другой стороны усы. Отсюда, да, где-то? Здесь, конечно, все так приблизительно. Ничего идеального нету. Так. Хотя как-то не идеально. Смотрите, как здорово. Так. Все, там мы завяжем ниточки. И вот такие усики есть. Здесь можно сделать румяны. Вот здесь вот попробую чуть-чуть подрумянить. Я не спец. Сразу говорю, не спец во всем этом. У меня есть такие румянки. Вот так вот. Значит, смотрите, можете оставить так. Я вам просто показываю такие разнообразные этапы. А можно еще сделать все-таки ротик, такой розовый, носик.
Вот смотрите, делаю носик. Буквально 2 стежка. У котика он же ж маленький, миленький. Вот такой носик. И, допустим, отсюда ротик. И под низ. О! Вот такая мордаха. Тут уже как хотите. Хотите делайте, хотите не делайте. Теперь все, у нас все части готовы. И мы с вами готовы к оформлению нашего бургера. Вы, конечно, можете делать, как вам заблагорассудится. У меня помидорка идет на сыр. Ну, вот так вот. Вот так. Теперь мы на салатик добавляем котлетку. Вот так вот. И у нас все части готовы. Вот красота. Теперь складываем хлебушек. И смотрите, вот это оставляем место для карабинчика или веревочки. А сюда вовнутрь вкладываем с одной стороны сыр с помидором. Я буду приклеивать и с одной, и с другой стороны. Вкусняшка. Так, приклеили. Теперь вторую часть мы заполняем уже нашим салатиком с котлеткой. Вы, конечно, можете располагать, как вам заблагорассудится, как вам больше понравится. У меня вот такой вариант получился. Все, приклеиваем с двух сторон. И можно сказать, вот он, наш сэндвич готов. Посмотрите, какая красота. Хочется скушать такой прям свеженький, красивенький, аппетитный. Осталось только поставить карабинчик, и все, наш брелочек готов. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, какого котика вы сделали и делали ли вы вообще мордочку котика. Понравилось вам, что-то поменяли или нет. Мне очень интересны всегда ваши комментарии. До встречи. Пока.